два первых Романовых, Михаил с 1613 по 1645 и сын его Алексей, Алексей Михайлович Романов, известный многим, наверное, по прозвищу Тишайший. В конце концов, с поляками заключили мир. Мир на следующих условиях. Владислав так и отказался от претензий на русский престол, после чего сдал московицкую корону в спецхран. Калмыки хотели вольных пастбищ больших для своих, чтобы мы их защищали, считали своими. А мы хотели от калмыков военной службы, поскольку калмыцкая конница в составе русского войска, это, как нам казалось, было неплохо. И это было правильное решение. В истории географических открытий это движение русских на восток не имеет аналогов. Переяславская Рада. Что это было? Воссоединение с Украиной, присоединение чего? Или просто очередная война с Польшей? Дорогие любители русской истории, мы продолжаем наш небольшой курс лекций, рассказывающий о том, как собиралась наша страна, как она росла, в какие моменты, какие территории, народы присоединялись к России. И сегодня будет, наверное, самый любимый мой период, это 18 век, век имперской экспансии. Петр I, 1721 год. После победоносной Северной войны Россия провозглашается империей. К тому моменту империй было полторы. Это Священная Римская империя германской нации с условной столицей в Вене. А вторая – это Османская империя. Они тоже именовали себя империей. В каком-то смысле наследниками Константинополя. В титул турецкого султана входило еще и то, что он является кайзером Рима или кайзером римским. Важно то, что наш-то титул никто не признавал. Это заняло почти весь 18 век. Последними из крупных держав нас признала, как несложно догадаться, Польша. После этого ей недолго осталось существовать. Об этом мы тоже сегодня поговорим. С провозглашением России империи, собственно, в политике расширения нашей страны ничего сущностно не изменилось. Не надо думать, что до этого мы собирали наши отцовские исконные русские земли, а тут вдруг стали такими же колониальными империями, как британская, голландская, португальская, испанская, и стали завоевывать чужое. Империи европейские были империями заморскими. Флот военный отправлялся, завоевывали, облагали высокими налогами, вывозили богатство. Российская империя, переименовавшись из царства, расширялась по тем же самым старым причинам, которые были и до этого. Основных-то было две. Обе были внутренние, и обе были вынужденными. С юга, с юго-востока постоянно военная угроза. Пояс дикого поля и диких волжских степей он ни в коей степени не защищал государство. Нужно было двигаться на юг, строить крепости, оборонительные линии, или будут по-прежнему орды набегать, уводить в полон, в рабство, продавать на невольничьих рынках в Константинополе, или же в Средней Азии, потом это тоже будет, и в Бухаре, и в Хиве. Вторая причина, при всем своем громадном размере, Россия – это сухопутная страна, у нее нет прямого выхода к морю. Это означает, что бы ты ни произвел внутри страны, товар, либо добытую какую-то ценность, меховые шкурки, ты должен приехать в чужой порт и за бесценок отдать чужому перекупщику, который потом перепродаст другому перекупщику, который погрузит это на торговые корабли, привезет куда-нибудь на оптовые аукционы в Голландию, Лондон и прочее, и цена твоего товара может удесятериться, а цена меховой шкурки соболя увеличится в 100 раз. То же самое и обратно. Хочешь что-то купить, как сейчас во время санкций пытаются с нами сделать, продавать ты будешь с колоссальным дисконтом, а покупать с колоссальной наценкой. Потому что своего флота нет, и портов нет, и возможности торговать, хотя бы выкинув пару звеньев посредников, нет. Экономики у этой страны нет. Она обречена на отставание. А тогда любая большая торговля – это только по воде. У России нет выхода в море. Архангельск, то там
Любая торговая операция вокруг скандинавского полуострова – это с риском для жизни. Экономика и вопросы безопасности ставили перед любым руководством России, будь это Иван Грозный, будь это Петр I, ставили один вопрос. Если ты не добьешься выхода к морю и безопасности границ, у твоей отчины, у твоей страны нет никакой перспективы. Прежде чем рассказывать про наш 18 век, посмотрим, а что происходило в мире вокруг. 1703 год. У нас на болотах в устье Невы закладывается Петербург. У них в этом году в Бастилии умер тот самый человек в железной маске. 1709 год. У нас Полтава. В Европе в это время изобрели одеколон. Кёльнская вода. О де Кёльн. Эффективное средство по отпугиванию насекомых. Ну и вообще, чтобы хорошо пахнуть, можно не стирать одежду. В этом же году в Тихом океане обнаружили одичалого после 4,5 лет пребывания там в одиночестве шотландского моряка Александра Селькирка, тот самый прототип Робинзона Крузо. С него Даниэль Дефо и написал свой бессмертный приключенческий роман. Но с той лишь разницей, что герой Даниэля Дефо сохранил на острове смекалку, и мужество, и здравый смысл. Вел себя как истинный англичанин. Жизнь гораздо тяжелее, на самом деле, и сложнее. Александр Селькирк почти полностью потерял, бедняга, человеческий вид, и еще много-много лет не мог у себя дома на родине социализироваться. Никто бы из нас, честно говоря, не выжил бы и 10-й доли того времени. Кстати, проскочили мы с вами чуть пораньше, 1707 год. Вот этот год и есть год образования Великобритании. Потому что до этого Англия и Шотландия – это соседи, враги. Бесконечные войны, конфликты, борьба за первенство на троне одном и другом. Англия и Шотландия объединяются в одно государство, Великобританию. Новое государство имеет единое руководство и единый парламент. Все это время, пока у нас война со шведами, 1701-1714 года, война за испанское наследство. Умер король Испании, Габсбург, родственник австрийских монархов. Ну, австрийцы решили своего родственника на опустевший испанский трон. На тот момент Испания огромная империя. Французы решили своего. Англия вписалась за Австрию. Началась долгая затяжная война, очень кровопролитная, кстати, по тем временам. 1720 год. У нас еще жив Петр Великий. А в Европе родился тот самый Мюнхгаузен. Будущий офицер на русской службе, участвовавший в военных операциях на территории современной Молдавии и Приднестровья. Но, в общем, время тогда шло очень неторопливо. Как выглядели часы? Изначально у часов была только часовая стрелка. Появилась у швейцарцев стрелка минутная. Зачем? Непонятно совершенно. Кому нужны эти минуты? Куда спешить? И вот в 1750 году, я этот год прямо выделю отдельно, потому что, на мой взгляд, роковой год в истории человечества, изобрели секундную стрелку. И с той поры все завертелось, закрутилось, и мы все перестали куда-то успевать. Семилетняя война, 1756-1763. Время поздней Елизаветы Петровны, дочери Петра. Для нас Семилетняя война – это что? Это русские первый раз в Берлине, Восточная Пруссия, соответственно, современная Калининградская область, плюс часть Литвы, плюс часть Польши существенная. Наша. Все немцы-прусаки присягают на верность императрице. Великий философ Иммануил Кант становится гражданином Российской империи, преподает, кстати, философию в университете русским офицерам. Семилетняя война – это большая война. Ее не случайно историки называют предтечей мировых войн. Боевые действия шли не только в Европе, в том числе между Англией и Францией, активно участвовавших в этой войне, шли в Америке за колонии. Боевые действия шли в Индии. Индия не была британской. В Индии было две силы
британская Ост-Индская компания и точно такая же французская Ост-Индская компания. В результате Семилетней войны англичане разбили французов, в том числе и в Индии. С этого момента начинается покорение британцами Индии. С этого момента начинается бесконечный голод в Индии, регулярно повторяющийся на протяжении столетий, вплоть до обретения Индии независимости. В английской политэкономии даже есть такой термин. Это к вопросу об империях. Называется economic drain, то есть экономическое выкачивание. То, чем занималась Британская империя во всех своих колониях. В первую очередь самой богатой, самой населенной, самой обеспеченной тогда, Индии. 1770 год. Целый континент, Австралия, объявляется британской собственностью. И спустя лет 15 туда начинают выселять преступников массово, молодых мужчин из Англии. К этому времени относится примерно и неосуществленный прожект о переселении британских преступников и проштрафившихся разных хулиганов в Крым. То есть вполне возможно, если бы этот проект реализовался, была у Потемкина такая идея, то одним из языков в Крыму мог бы быть английский. Хотя, я думаю, они быстро бы адаптировались. Но вот они поехали не в Крым. 1775 год. Первая подводная лодка. Построена англосаксами, точнее говоря, английским учителем, школьным, в заокеанской колонии в Америке. Под водой она могла находиться не более получаса. Лодку на буксире подтягивали поближе к вражеским кораблям. Затем она должна была прикрепить мину. Но вот во время первого же боестолкновения англичане заметили небольшое буксирное судно. Издалека его расстреляли. Лодка без внешней тяги, черепаха эта утонула. Но, признаемся честно, тот американский матрос, который согласился вовнутрь этого яйца залезть, это был настоящий подводник. Совершенно безбашенный черт. Как, в общем, и все подводники сегодня. В следующем году, 1776, англичане делают то, что у них хорошо получается, а именно делать деньги и развивать экономическую теорию. Появляется книга Адама Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов». То есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. С тех пор Адам Смит главный экономист, ну, по крайней мере, в нашей европеизированной истории. 1779 год. То, с чем у англичан не очень хорошо получается, с пониманием чужой культуры, чужих людей, чужих обычаев и вообще всего того, что называется «не лезть в чужой монастырь со своим уставом». Почему аборигены съели Кука? Молчит наука? Наука не молчит. Они его убили, потому что капитан Джеймс Кук совершенно вызывающе и неприлично, можно сказать, по-хамски, вел себя перед местными жителями. Вот бедолага поплатился. Тогда же война за независимость американских колоний. Первым президентом США становится Джордж Вашингтон, уважаемый человек. Любимая шутка, которая была у нас в институте, выборы президента США, Конгресса, это акт нелегитимный. Мы их не признаем и требуем восстановления территориальной целостности Британской империи. Кстати, объявленный тогда Россией вооруженный нейтралитет сильно помог колонистам обрести свободу. Хотя, может быть, и зря. Великая французская революция. Мы с вами подходим к концу XVIII века. Мы называли ее великой, ссылаясь на то, что так зовут ее французы. Французы ее не зовут так на самом деле. Просто нам очень хотелось по аналогии с Великой французской революцией называть Октябрьскую социалистическую революцию такой же великой, перепахавшей мир. Ну, хотя по последствиям, как негативным, миллионы жертв по всей Европе, последовавшие после этой революции. Так, может быть, и по позитивным, становление новых государств, новых отношений, она действительно является великой. Ее, наверное, справедливее можно было бы называть великой и ужасной. Ну, как, собственно говоря, и нашу Октябрьскую. 1800 год. Население Земли достигает колоссальной цифры. 1
миллиард человек. В 1689 год – первое официальное размежевание по южной границе России и Китая. Нерчинский договор. Китай признает Забайкалье, Бурятию современную российскими. Дальше на Дальнем Востоке остается территория неразграниченная. Как будет происходить дальнейшее движение России на Дальний Восток, мы еще поговорим отдельно. Петр I получает две традиционных проблемы. На западе и на севере проблема со шведами. Выход к Балтийскому морю по-прежнему отрезан. На юге та же самая проблема, нет выхода к Черному морю. И постоянное давление, агрессия со стороны крымчаков и Османской империи. Что касается выхода к Черному морю, Петр проблему решил отчасти. Азовские войны закончились успешно. Турция уступает нам Азов, но потом, после неудачного Прудского похода 1711 года, происходит откат, мы возвращаем Азов туркам обратно, и мы вынуждены ликвидировать весь Азовский флот. Мы об этом не вспоминаем, обидно. Так что на юге у Петра не получилось. А вот на севере все нормально. По итогам Северной войны, подписанного Ништадтского мира 1721 года, Ингерманландия, Лифляндия – это часть современной Эстонии и Латвии, Эстляндия, часть Эстонии, Выборг, Карелы, Кексгольм, Приозерск. Вот эта часть Ленинградской области на север от Питера. Все эти земли на вечные времена переходят в собственность России. При этом мы завоевание подкрепляем покупкой. До сих пор историки спорят, зачем Петр I это сделал. Уже завоеванное, давно закрепленное, заселенное, занятое русскими гарнизонами, уже там поселенцы наши, уже Петербург построен. Но, тем не менее, все это Петр подкрепляет еще и 2 миллионами ефимок. Параллельно с этими двумя большими кампаниями против Турции и против Швеции Петр предпринимает еще несколько очень успешных территориальных расширений, которых, опять же, почему-то мы не говорим в учебниках, что очень несправедливо. Во-первых, движение на юг в районе Каспия. Без особых усилий, очень легко, воспользовавшись противоречиями вот там в Закавказье между различными ханами, между Персией, смутой в самой Персии. Русская армия занимает все побережье западное Каспия и даже южное побережье Каспия, территория современного Ирана. Так далеко Россия никогда с той поры не продвигалась. Позже, к сожалению, вот южное побережье Каспия, уже при Анне Иоанновне, из дипломатических соображений, нам нужна была Персия как союзник против Турции. Эти земли мы вернем Персии, хотя жалко. Теперь Восток. Не надо думать, что при Петре движение на восток, в Сибирь, остановилось. Посылаются военные отряды. Наиболее известный из них, читаем Романа Иванова, отряд полковника Бухальца, который движется в сторону Иртыша, упирается в джунгарские владения, много боестолкновений, тяжелая ситуация, часть земель он закрепляет за Россией, основывает, кстати, город Омск. Занимаем часть земель в районе современного Казахстана. Происходит еще вхождение в состав России Хакасии. Самое главное, чтобы эти занимаемые земли были признаны соседями. 3 года в Пекине русское посольство выторговывает наше право на занятые земли. Китайцы считают, что это их зона влияния, что мы должны оттуда уйти. Но мы твердо стоим на своем по принципу «давайте проведем границу по тем территориям, как сложилось. Каждый владеет тем, чем он владеет на данную секунду». Или, как потом скажет император Николай I, где русский флаг поднят, там он уже спускаться не должен. 3 года торговались, доторговались в наших условиях. Самый, конечно, потрясающий момент, Петр, наверное, к этому не имел отношения. Все это происходит просто само по себе, вот этим поразительным пассионарным порывом русского человека, русского казачества. Мы обретаем Камчатку. Камчатка, как субъект федерации, сегодня это по территории практически Франция. Я уж не буду говорить о том, что это, наверное, одно из самых красивых мест на планете. 1697 год. Молодой Петр занимается европейскими делами, а казак Владимир Атласов
выходит из Анадырского острога с крошечным отрядом 65 казаков, приходит на Камчатку и договаривается с местными племенами камчедалов о том, что они присягают где-то там находящимся за тысячи и тысячи километров московскому царю. Более того, обязуется платить ясак, налог. Устанавливает крест в знак того, что земли эти отныне принадлежат России. Пушкин называл Атласова камчатским Ермаком. Чудалам было ясак не жалко, земли богатые, налог символический. Было важно, что их кто-то должен защитить от коряков. Это северные племена, такие боевые. Атласов повоевал, и много казаков погибло. Гигантская земля становится русской. Когда Атласов опишет это все в своих донесениях, в Москве просто не поверят, как это возможно. Он еще и карты составит, он еще и договора приложит. Вот говоря об этом времени, надо не только про Северную войну, не только про Нарву, не только про Полтаву. Надо говорить о тех людях, которые там на Востоке незаметно и почти без крови всякой, договором, лаской, убеждением и готовностью защитить, в случае чего присоединяли к нам совершенно необъятные земли, как это делал Владимир Атласов. Продолжается расширение империи. Можем мы похвалиться присоединением к России больших территорий современного Казахстана. Государства не было. Были союзы племен различных. Тюркские племена. Их называют обычно историки младший Жуз, это современный западный Казахстан. Средний Жуз, это северно-центральный Казахстан. Потом будет еще старший Жуз. Это родоплеменные союзы. Вот эти слова младший, средний, старший ничего не отражают. Ни иерархии, ни размеров, ни времени возникновения. Просто при распаде Золотой Орды еще эти союзы кочевых племен так сложились, и историки их так назвали. Никто из них не является старшим, средним, младшим. И вот при Анне Иоанновне в 1731 году младший Жуз принимает подданство России, а потом старшины среднего Жуза присягу официально примут. Мы же, в свою очередь, чтобы обеспечить военную защиту этих территорий, опять начинали строить новые укрепленные линии. Тогда это называлось Оренбургская пограничная линия. Была создана Оренбургская комиссия. Переселялись туда русские люди, казачество, брали местные племена под защиту. В 30-е годы Татищев на всякий случай для юридического порядка проведет дополнительную переприсягу всех старшин и младшего, и среднего Жуза. Так что с этого периода племена современного Казахстана большей частью добровольно входят в состав российского государства. Вот мы все время думаем, что русская часть современной Украины – это левая сторона Днепра, а правая сторона Днепра – это только к нам пришла после разделов Польши. Это совершенно не так. Уже за много десятилетий до так называемых разделов Польши на обезлюдевшем правом берегу Днепра, который как бы считался польским, но поляки его абсолютно не контролировали, появляется замечательная русская провинция под названием Новая Сербия. Началось все с того, что австрийский полковник Иван Хорват, хотя он и по фамилии Хорват, но по национальности был серб, на австрийской военной службе, перешел на русскую военную службу и подал на имя императрицы Елизаветы Петровны прошение, поскольку православных в Австрийской империи не приветствуют, он там наберет из числа православных подданных тех, кто готов служить России. Надо им только разрешить в России поселиться. Елизавета Петровна поступила мудро вместе с правительством. Она разрешила им поселиться не на защищенных внутренних землях Российской империи, а на самом, что не есть пограничье. Более того, на землях, по сути, чужих, только заброшенных. На правом берегу Днепра, который назвался Новая Сербия. Что такое Новая Сербия, где она находится? Столицей Новой Сербии стал город, сначала крепость, естественно, военная, острог, крепость, а потом город Елизаветград. Понятно, в честь кого. В советские годы Елизаветград – это Кировоград, соответственно, Новая Сербия – это примерно территория
Кировоградской области. Вы не найдете на территории современной Украины Елизаветграда, Кировоградской области, потому что несколько лет назад в рамках декоммунизации власти Украины приняли решение о переименовании всего, что так либо иначе связано с памятью о Советском Союзе. Было предложено жителям с десяток вариантов, как им этот город свой родной, прекрасный, зеленый, назвать. 92, по-моему, процента жителей на референдуме проголосовали за возвращение исторического названия Елизаветград. В Киеве схватились за голову. Это что, как же так? Вместо коммунистического символа мы возвращаемся в российские имперские времена. Какой Елизаветград? Ну, далее торжество демократии. Верховная Рада отменяет результат референдума. Прямо из Киева распоряжается, наплевав на волю жителей, город назвали Крапивницкий. В общем, с Новой Сербией все получилось у Елизаветы Петровны. И, оценив этот успешный опыт, два генерала на русской службе, по национальности тоже серба, сербов у нас много, выступили еще с одной инициативой – создать еще два полка или две провинции и тоже заселить их сербами, вот оттуда выходцами из Восточной Европы. Ну, чтобы отличать от Новой Сербии, их назвали Славяно-Сербия. На современной карте Славяно-Сербия – это район примерно современный Бахмут, Горловка, Луганская, Попасная. Потом при Екатерине оба этих района будут включены в состав огромной Новороссийской губернии. Продолжалось еще движение и в Сибирь. Тоже строились новые линии, новые крепости укрепленные. Было создано Сибирское казачье войско, уже такое большое объединение. А эти линии стали называться Сибирские казачьи линии. Новая пограничная стража. Вместо линий появлялись крепости, крепости, крепости. Потом все это преобразовалось в укрепрайоны. В СССР это уже стало называться укрепрайонами. Помните, линия Молотова, линия Сталина. По сути, это примерно все то же самое. Тогда же, при Елизавете Петровне, приняты в подданство России народы Алтая. Алтай тоже становится российским. Оттуда вытесняются джунгары, с юга Китай, а с севера, соответственно, приходят наши сибирские казаки. И вот Россия окончательно закрепляется на юге Сибири, на юге современной Новосибирской области, Кемеровской, Томской и Республики Алтай. Екатерина у нас почему-то в последнее время это исключительно Екатерина, Потемкин, Крым. Ну, кто попродвинуть, вспомнит еще Новороссию, Одессу, Николаев, Херсон. Нет, конечно, не только Крым. Начну вообще с самого малоизвестного. Архипелагская губерния. В 1770-х годах, вот она, Екатерина II. Во время войны с Турцией на островах в районе современной Греции возникает новое государство. Такой смелый эксперимент в области госуправления. Мы будем называть это Архипелагской губернией. Власть на этих освобожденных островах осуществляет Сенат. Туда выбирают депутатов. По-моему, по 3 депутата от каждого острова. Заседает Сенат, всем распоряжается. В Сенат входят местные греки. Вооруженные силы Архипелагской губернии возглавляет просто русский адмирал. Ну, то есть это наш небольшой экспедиционный корпус. Ну, идет русификация. Где-то в монастыре открывается русская православная гимназия. Приезжают из России исследователи, чиновники в Архипелагскую губернию. Многие греки, местные жители, принимают русское подданство, получают российские паспорта. Полунезависимая республика, полу в составе Российской империи. В конце концов, по итогам подписанного с турками Кучук-Кайнаджирского мира, турки много в чем пошли нам навстречу. По сути, это был первый шаг к независимости и потом вхождению всего Крымского ханства в состав Российской империи. Но вот в процессе торга с Великой Портой наши дипломаты все-таки вернули эти греческие острова обратно османам. Надо сказать, что поставили в неудобное положение тех сотни, даже тысячи местных жителей, которые уже получили российские паспорта. Многие из них, кстати, потом переедут в Россию, в том числе в Новороссию. И это будут греческие
поселенцы на территории Новороссии. Потом эта история практически полностью повторится при Павле I, когда возникнет так называемая Республика Семи островов. Существенно позже, аж в 1800 году, наша эскадра под командованием Ушакова освободила от французов часть Ионических островов. Это не Греция, это была часть Венецианской республики, пока ее не захватил Наполеон. Ну, самый известный из Ионических островов – Корфу. Острова расположены очень важно. Стратегически Наполеон очень горевал, что русские эти острова отбили у него. На территории Ионических островов был основан протекторат под совместным управлением России и Турции. Мы на тот момент были с турками союзниками против Франции. Ну, на самом деле, конечно, всем распоряжался Ушаков и командование нашего флота. Поэтому де-факто это была реинкарнация той самой архипелагской губернии и тоже очередной смелый политический эксперимент, на этот раз Павла I, под названием «Республика». Представляете, в те времена? Республика Семи островов. Главой республики был Каподистрия, грек на русской службе. Просуществовала республика 7 лет. Каподистрия потом станет министром иностранных дел Российской империи, переехав окончательно в Россию. Но вот, к сожалению, опять наша избыточная уступчивость. Помирившись с Наполеоном, подписав Тильзитский мир, мы вернули Ионические острова Франции, а потом уже после поражения Франции, ее разгрома, острова оказались под покровительством Великобритании. И выгнать оттуда англичан уже много десятилетий никто не мог, потому что англичане никогда просто так не отдают, в отличие от нас, то, что они получают, тем более без войны, за русский счет. Так что Республика Семи островов, так же, как и Архипелагская губерния, к сожалению, были Россией потеряны. Но зато не потеряны были многие другие прекрасные земли, о которых тоже мы не вспоминаем во времена Екатерины II. Вспоминать надо, потому что в ходе русско-турецких войн определилась еще и судьба Северного Кавказа, не только Крыма. 1770 год, этот же. Ингушетия добровольно входит в состав России. 1774 год. Кабарда. Кабарда, которая, в общем-то, и раньше находилась под протекторатом Российской империи, здесь уже Турция вынуждена признать ее просто как составную часть России. А Кабарда – это не только Кабардино-Балкария, это и значительная часть современного Ставропольского края. Постепенно становится частью России. И Кавказские минеральные воды – огромная территория. В том же 1774 году и тоже добровольно в состав России входит Осетия. И осетинские князья признают вассалитет, становятся генералами позже русской службы. И самое главное, территория Крымского ханства с окрестностями, не только Крым, а огромная земля от реки Кубань до, движемся на запад, Днестра, современной Молдавии, включая крепости Очаков, территорию современной Одесской области, вся Новороссия, по итогам русско-турецких войн, составная часть России. В это же примерно время, 1778 год, частью России при Екатерине становится Чукотка. Конечно, нет конкретной даты, нет конкретного дня, потому что столица Чукотки современной, Анадырь, Анадырский острог, он основан давным-давно русскими казаками Семена Дежнева. Но вот дальше все было очень сложно. Обычно убедить какой-то небольшой кочевой народ, принять русское подданство, заплатив символический ясак и осуществляя военную защиту, казачьим отрядам было несложно. Они вели себя корректно, миролюбиво, да и воевать-то никто ни с кем не хотел. Земли-то немерено. Но с чукчами произошло исключение. И получилось так, что русские воевали с ними 30 лет и победить не смогли. Герои наших советских анекдотов про чукчей добродушны, наивны, недалекие. Он ничего общего с реальным чукчей XVIII века не имеет. Холод, нехватка еды постоянной, очень тяжелые условия жизни создали выносливых, решительных и очень жестоких людей. Чукчи того времени – это такие вот викинги Крайнего Севера. Они считали вообще, что умереть от старости своей смертью – это стыдно. Умереть можно только в бою или на охоте. Они вообще к войне относились как к работе. Постоянно ходили в набеги, у соседей отнимали оленей. И вспомним тех же коряков.
близкий народ, они южнее Чукотки. Уводили в рабство женщин, детей соседних. Воевали, вот как некоторые кавказские племена, такая агрессивная набеговая система. Чукотские воины носили броню из моржовых шкур, костяных пластин. То есть у них такие были доспехи, как у самураев. При этом огнестрельного оружия не было. Ножи, копья, стрелы с костяными наконечниками, но иногда железными. Железо тоже знали. Железные ножи тоже могли быть. Все-таки племена чукчи, они кочевые, они перемещались, а казаки закладывали остроги, крепости, несли постоянную службу. Вот экспедиция Дежнева как раз Анадырский острог основала. Конечно, не было полноценной войны, то есть не было никаких военных кампаний. Но было постоянное вооруженное противостояние. Ясак платить чукчи отказывались категорически. Подданство не принимали. Екатерина проявила гибкость. И в 1778-79 годах все-таки уговорили чукчи принять российское подданство. Хотя на совершенно особых условиях. Ясак был установлен, шкурка лисицы, ну или какого-то мехового зверька с лука, то есть со взрослого мужчины, но при этом была сделана существенная, исключительная оговорка. То, что ясак платится, но по желанию. Можешь не платить. Когда спустя 100 лет, в 1885 году на Чукотку приехал военный инспектор из столицы, некто капитан Ресин, он в своем донесении писал, я процитирую: «В сущности, весь этот край не знает над собой никакой власти и управляется как-то сам собой». Ну, наверное, по большому счету так оно и было, вплоть до советской власти. Смотрите, бессмертное советское кино «Начальник Чукотки». Там все это показано. Но формально, юридически, Чукотка в состав империи вошла. Первые сведения о Курильских островах появились еще вот после походов казаков Атласова. Стоя на южном побережье Камчатки, наши казаки, зрение острое, они эти Курильские острова северные просто разглядели. Они их увидели. О чем написали? Что на юге есть какие-то острова. Сели в свои небольшие казачьи корабли, доплыли до северных Курильских островов, высадились, походили, столкнулись с местными айнами вот, и уплыли. Спустя уже несколько десятилетий, во времена Анны Иоанновны, состоялась большая организованная экспедиция на Курильские острова под руководством капитана Мартына Шпанберга. По итогам этой экспедиции наши моряки военные составили большую карту Курильских островов. Все там описали, 40 островов Курильского архипелага. Карта эта вошла в Генеральный атлас Российской империи, как российская территория, была опубликована в Европе. И с той поры все европейские суда для того, чтобы зайти на Курильские острова, пополнить запасы воды, там, еще чего-то, они все должны были спрашивать разрешение у российских властей. Во времена Екатерины Курилы были отнесены под управление главного командира Камчатки. Екатерина издала указ о защите прав на земли мореплавателями российскими открытые. И вот эти земли перечислялись. Фигурировала и гряда Курильских островов, которая по описанию тянулась от юга Камчатки до островов, касающихся Японии. Этот указ Екатерины с описанием Курильских островов был опубликован на всех главных европейских языках, разослан во все посольства, ни одна страна никаких претензий по этому поводу не высказывала. И никто права на Курильские острова русскими, как считалось, открытыми не заявлял. Ну почему мы, говоря о принадлежности Курильских островов, постоянно вспоминаем Хрущева, мирный договор с Японией, войну 1905 года? Все было определено еще во времена Екатерины и приобрело все необходимые черты признанного международно-правового документа. Точка. С тех самых времен, как был каждый из островов описан, на нем поставлен крест, табличка и разосланы грамоты, с тех самых времен эти Курильские острова наши, русские. И Хрущев здесь совершенно ни при чем. И мирный договор с Японией ни при чем. Это исторически изначально русские земли. Поэтому сюда же наравне с Чукоткой добавляем примерно эти же года Курилы. Вот с этого момента
Не с 1945-го, а вот с этого момента. Все Курилы, как написано в указе императрицы Екатерины, до оконечности Японии. Вот она, черная страница европейской истории. Но, в общем-то, поляков тоже немного жалко. Речь Посполитая к тому моменту из, собственно, Польши и бывшего Великого княжества Литовского. А Великое княжество Литовское – это что? Это современная Литва, современная Белоруссия, часть современной правобережной Украины. Суть заключается в следующем. Фридрих Великий очень хотел соединить разрозненные части Германии. Как потом будет хотеть сделать это Гитлер? Соединить Восточную Пруссию с основными своими владениями, Бранденбургом и окрестностями, вот это Берлин и немецкие земли вокруг. Они были разделены Речью Посполитой. Фридрих Великий активно продвигал идею раздела Речи Посполитой польских владений. Понятно, раздела между кем и кем, соседями, сильными, Российской империей и Австрией, Веной. Дошло до того, что прусский король, как-то вызвав к себе австрийского посла, прямо посоветовал ему: поройтесь в архивах и найдите какую-нибудь бумагу, которая даст, цитирую, благовидный предлог приобрести в Польше еще чего-нибудь. Порыться в архивах они не смогли и вступили на территорию Речи Посполитой под медицинским предлогом борьбы с чумой. Ну, действительно, чума, действительно проблема. Какими-то карантинно-медицинскими целями австрийцы ввели свои войска на территорию Речи Посполитой. Екатерина, находясь, понятно, в дипломатической договоренности и с Веной, и с Берлином, просто сказала, что, вспомнив старую риторику русских царей, ни пяди польской земли мы не возьмем. Речь идет исключительно о возврате исконных славянских русскоязычных православных граждан в лоно и под защиту Русской Православной Церкви. Поэтому делить Польшу удовольствие оставила немцам. А сама частями брала Литву и правобережную часть малороссийских земель. Я буду современным языком, так чтобы легче было понять. Значит, Белая Русь, правый берег Малороссии без Галиции, часть Латвии и Литву, которая не отошла к России тогда по итогам Северной войны. В общем, Полоцк, Витебск, Могилев, Гомель, Минск, Орша, Житомир и даже западноукраинский современный Каменец-Подольский. Все это возвращается в лоно России. Ну и остатки Латвии, потому что вместе с частями Речи Посполитой долгожданную присягу русскому императорскому трону принимает и герцогство Курлянское. Немецкая территория, немецкое герцогство давно, уже много десятилетий находится в полнейшей зависимости от Санкт-Петербурга. Ну, помним с вами Берон, герцог Курлянский, он же гражданский муж, по сути, и главный фаворит императрицы Анны Иоанновны, которая, в свою очередь, герцогиня Курлянская, племянница Петра I. Эти теснейшие связи. Герцогство Курлянское находится на полнейшем датировании из Санкт-Петербурга. Ну и, в общем, на тот момент это как некоторые современные непризнанные республики, вроде как независимые. И даже, кстати, формально герцогство Курлянское числилось вассалом Речи Посполитой. Но от Речи Посполитой ничего не получало, кроме редких указаний из Варшавы и Кракова, которые не исполняла. А деньги-то она получала из Санкт-Петербурга, и связано было с Санкт-Петербургом. Поэтому, когда Речь Посполитую стали делить большие соседи, герцог Курлянский, у них там был элемент демократии, которого звали Берон. Ну, это Берон Данион, то есть это не наш Берон, это сын его. Герцог Курлянский Берон собрал парламент, ландсдаг, который единогласно проголосовал, что в рамках раздела Речи Посполитой они отрекаются от любых форм вассалитета, вот этих краковско-варшавского, и на правах какие угодно будут предоставить Санкт-Петербургу, в идеале, конечно, губернии. Губернии они не стали, они стали частью другой губернии. Они просто вливаются в состав Российской империи в единодушном порыве. Вы знаете, это прекрасная
я бы сказал, демократическая и очень благоразумная политика курлянцев потом была в какой-то степени повторена и в середине 20 века. Современные прибалтийские историки говорят о советской оккупации. Вот там музей оккупации в Риге, в котором бывал я неоднократно. Бывший музей латышских стрелков. Там они недолго мучились, вывеску поменяли, экспозицию. Но я напомню реальную историю. Реально. 1940 год. Выборы в Латвии. И в единодушном порыве латвийский парламент проголосовал за присоединение к Советскому Союзу. Прежде всего, Павел I, которого я уже упоминал как создателя Республики Семи островов, Павел I – это русская Америка. Почему? Именно при Павле в 1799 году издается указ о создании «Газпрома» той поры, российско-американской компании, государственной частной компании, которая будет заниматься развитием, эксплуатацией земель в Русской Америке, строительством там крепостей, школ, городков, медицинских пунктов, миссионерской деятельностью. Вообще, Аляска, я напомню, была открыта не Колумбом. С нашей стороны, с востока, Америка была открыта русской экспедицией на боте «Святой Гавриил» еще в 1732 году. Потом в ходе экспедиции всем известного Витуса Беринга, тоже русская экспедиция, подробно описано побережье, составлены карты, сделаны высадки, заведены отношения с местными. Площадь, международно признанной договорами с Британией и США Русской Америки, то есть наших владений в Северной Америке, составляла, внимание, Россия, которую мы потеряли, 1 миллион 500 тысяч квадратных километров. Это, друзья мои, 3 Франции, наполненных нефтью, газом, гораздо больше, чем в Техасе, золотом, гораздо больше, чем в Калифорнии, ну и вообще бесконечными полезными ископаемыми. Павел I – это вхождение Грузии в состав Российской империи. 1801 год. Прекрасные времена Великого Грузинского царства, царицы Тамары. Все это кануло в лето. Грузия – это не государство, Грузия – это территория, расколотая к тому моменту на княжества, небольшие царства, в общем, раздробленность. И вот одно из грузинских царств, Карли-Кахетия, это часть современной Грузии и современной Осетии, постоянно подает прошение о защите со стороны Российской империи. Ну, там проблемы начались после распада Византии. Персы и турки, 2 мощных государства рядом, государства мусульманских, Грузия, православные христиане, давят на Грузию, давят на территории, заселенные православными народами, как грузинами, так и армянами. Поэтому защищаться тяжело, тем более потеряв единство. И давно, еще там со времен Ивана Грозного, грузинские цари налаживали контакты с Москвой, просили поддержки. Многие грузины тогда уже служат в русской армии. Ну, тот же род Багратионов, например. Сам Багратион и отец его. Все они просят русское подданство, находятся на российской военной службе. Долгое время при Екатерине ведутся переговоры о защите, о протекторате. Подписывается Георгиевский трактат ранее о принятии грузинского царя под защиту в случае военного нападения. Но защиту осуществить тяжело, потому что горные перевалы через Кавказ, еще не построена военно-грузинская дорога. Тяжело перебрасывать туда войска, тем более пушки. И вот в условиях, когда такой эфемерный протекторат не обеспечивает, по мнению грузинского царя, полноценной защиты его христианского народа, он пишет следующую депешу своему послу, князю Чавчавадзе, в Петербург. «Предоставьте им все мое царство», им, русским, «и все мое владение, как жертву чистосердечную и праведную, и предложите его не только под покровительство высочайшего русского императорского престола, но и предоставьте вполне их власти и попечению, чтобы с этих пор царство мое считалось принадлежащим державе российской,
с теми правами, которым пользуются находящиеся в России другие области. От красивого языка дипломатической переписки, скажем, современным, примите нас в Российскую Федерацию на правах субъекта. Ну вот так, спасая свой народ, поступал грузинский царь. Конечно, не все грузинского царя Георгия поддерживали. Была у него внутренняя оппозиция. Кто-то был за персов, кто-то был за турок, кто-то был готов изменить вере, как бы им казалось, что Россия слишком велика и проще быть вот рядом с соседями. Павел I все-таки принимает решение, Екатерина его не принимала долгое время, о включении Карли Кахетии в состав России и издает соответствующий манифест в самом начале 1701 года, незадолго до своей трагической гибели. Манифест этот не был опубликован. Александр мог отказаться, но он подтвердил. Россия присоединила существенную часть Грузии, позже также вступят и другие области. Гарантировать безопасность можно было только направляя туда войска, только строя дороги через горные перевалы. И дороги это проходили через владения гордых независимых кавказских племен. И таким образом Россия оказалась втянута объективно в долгую, кровопролитную, аж до второй половины XIX века длящуюся, то затухающую, то возгорающуюся, знаменитую Кавказскую войну. Но Грузия была спасена. В грузинских царствах проживало около 700 тысяч человек. Я посмотрел данные последней переписи населения времен СССР. Только на территории Грузинской ССР проживало 5,5 миллионов человек, из которых подавляющее большинство считали себя этническими грузинами. А мы знаем с вами, сколько этнических грузин проживает в других республиках, и у нас в Москве, и в других частях России. За эти неполных 2 века под русской защитой количество этнических грузин увеличилось, раз так, по скромным оценкам, в 10, а, наверное, и поболее того будет. В Грузии жилось безопасно и хорошо. Так что стыдно бывает слушать современных грузинских политиков, когда они говорят о России как колонизаторах, захвативших, покоривших Грузию. Друзья мои, откройте собственные учебники истории. Только изданные не полгода назад, а вот хорошие, старые, советские. Спросите ученых. У великого грузинского народа много умных людей. И не позорьтесь. Вот окончился XVIII век. А в следующий раз давайте поговорим отдельно о Русской Америке. Поговорим отдельно еще о некоторых проектах, которые просто в сегодняшнюю лекцию не уложились. Потому что век этот был настолько блестящий, великолепный и пассионарный. Так росла Россия во всех направлениях, что не можем мы не поклониться в ноги нашим великим предкам и сказать им спасибо. Благодаря им у нас самая большая в мире и самая прекрасная страна. До следующих встреч.